Знаете, дорогие друзья, чем мы занимаемся? Мы учим турецкий язык. Мы красавцы. Та-дам! Вот. Это мне дети такую тетрадь дали, это не я. Вот. Что больше всего развеселило нашу семью и быстрее всего запомнилось. Слово характер, да. По-турецки. Это слово характер по-турецки. Вот, читайте сами. В общем, Алексей там нашел какого-то учителя года. Короче, в конце недели заплатите мне 500 лир. Короче, он берет за неделю 500 лир. Мы ждем Мишу, поэтому немножко у нас этот перерывчик. Вот, берет за неделю 500 лир, но наш турецкий друг говорит, зачем вам это надо, говорит. Давайте я вам найду онлайн за 200 лир, говорит. Мне, говорит, 200 лир дадите, а я вам бесплатный онлайн найду. Ну, мы воспользовались. Что ты отвечаешь? Хуй. Нет. И он отвечает. В общем, так, все, перестаньте смеяться. В общем, я воспользовалась. Зачем ты сказал перестать смеяться? Я воспользовалась советом нашего друга и сама нашла бесплатную, не то чтобы онлайн, просто какой-то сайт с обучающими уроками. Вот. И теперь мы каждый день будем заниматься турецким языком. Тогда, когда мы это все дело выучим, хотя бы по этому сайту, уже будет знаний намного больше, чем мы сейчас имеем. Поэтому вот пишем грамматику. Начали все с алфавита. Начали, да, изучение с алфавита. Дерс, это я еще знаю. Дарс в школе по узбекскому учила. Это урок. А по-турецки дерс, ну, почти похоже, да? Вот, я всем своим сказала, запишите в словарик. Дерс это у нас урок. Они записали. И мы погнали. Сначала изучали алфавит. Потом изучали дифтонги. В общем, работаем в поте лица. Миша нас всех задерживает. Вот. Мы сейчас будем продолжать. Компьютер у нас тут стоит. И все вчетвером вот так вот сидим и занимаемся. Мы молодцы. Кому понравилось, ставьте лайк. Сидим, занимаемся в непринужденной обстановке. Ха-ха, хи-хи. Особенно, как я уже сказала, повеселило слово характер. Только что закончили мы занятия по турецкому. Миша наш тут ужинает. Приятного аппетита, Миша. Ну, папа, расскажи свои первые впечатления об уроке турецкого. Ну, мне тут подсказывают, что училка хорошая. Но скажу свое мнение, мне понравилось, как говорится, хоть какой-то прогресс в турецком языке, на мой взгляд. Вот. Мы теперь узнаем, почему так говорят и что это означает. Азбуку детям знать пора. Ну, что еще можно сказать? Азбуку АБВ джудейка, АБВ джудейка. Что еще? В турецком языке нет буквы Г, есть буква Да. G. Горячий? Азбуку детям знать пора. Азбуку знать. Горелое не кушай, убери. Ножичка, да тебе? Как-то так. Hello. Hello, привет. No. What no? У нас, короче, сломан бачок, не набирается вода. И наш турецкий друг сказал, легко, сейчас. Пока не смог кран закрыть. Нет, пока только закрывает кран. Сливает с бачка воду. Я так понимаю, да? Ну да. Короче, сейчас будут чинить. Чтоб сам делал. Что-то он там открыл. До свидания. Такого еще видео у нас не было. До свидания.
€10 ready? А? €10 ready? Euro. Yes. 10 euro. А, 10 евро? Yes. 20 евро. Feda No, 10 olsun. euro. Feda olsun, helal olsun. Ha, tamam. Dur şimdi. Feda olsun. Чинит, короче, нам бачок. Жертвовать многим. Вот это. Yes, yes. Жертвовать многим. Так стоишь красиво всегда. Helal sana Ладно, Eray'ım. фиг с тобой. Ну, Удачи. может быть. Удачи. Тут у нас переводчик. Тут у нас Мишуня. Ellerine sağlık. Привет. Вот. Привет. Yes, yes. Good, no? Wait, Здоровья вашим Мы рукам. тут чай пьем, Здоровья вашим рукам. а мужчины чинят Здоровья бачок. вашим рукам. Такие дела. Сегодня в Адане концерт Советской армии, да, Леш? Yes. Хор Советской армии. Смотрите, как турки активно пишут. Прямую трансляцию мы включили. YouTube'dan. По-русски поют. Hayatım bir iki şey göstermişler. Мама радуется, что мы уже ходим на море. Она спокойно поделает свой рецепт. А ты не снимал. Она сломалась, да, кнопка. Сломалась. Дети уже вышли, я догоняю. Идемте с нами на море. Узнайте правда, как правильно это делать. И вообще, Миша, на дороге в мячик не играют, ты знаешь об этом. Точно. Ты играешь практически на дороге. Бери мяч в руки и пойдем. Вам слышно волну? Вам еще идти вот несколько десятков метров, а волна уже слышна. Сегодня будет интересное опять купание. Вчера было весело поскакать, и сегодня тоже, наверное, не менее интересно будет. Тетеньки, смотри, лазит по забору. Что-то собирает. Пойдем. Какую-то ягоду увидали, наверное. Они здесь ягоды в основном растут все для красоты. Здесь никто не парится это все собирать. Все это валяется потом внизу под ногами. Дворником затея, потом все это собрать и в мусорку сложить аккуратно. Мы уже пришли на море. Сейчас покажем, что тут с волнами сегодня. Сегодня немного народу, но чуть больше, чем вчера. Во всяком случае, вот там больше гуляет. Здесь даже на одного человека больше. Мы вчера одни купались, а сегодня вот дяденька какой-то купается. И там он несколько человек на лавочках сидят. Пойдем накупаемся тоже, и дальше делами заниматься своими. Волна достаточно заметная, сегодня даже наверное, сильнее, чем вчера. Походили. Грузовик с дынями вот заехал во двор. У нас денежка с собой нету, смотреть, что там они предлагают. Бесполезно. Где мы купили этот мяч? Да, Миша, ты прав. Так, что здесь тетеньки такого интересненького на этом очень дереве много. нашли? Папа, пошли скорее домой. Пойдем. Давай, не будем. На. Надо очень много скотча на него Мгм. приклеить. И с собой скотч носить. Да, и он только скакать не будет. Почему? А, и насос надо с собой таскать, чтобы качать его постоянно. Ну, блин. Фиговый мяч. А стоит довольно дорого. Вот такие мячики не покупайте. Бесполезная трата денег. 10 лир всего стоит, правда. Но радости доставлял всего лишь один день. Вчера. Сегодня он прокололся. Не знаю, может быть, им надо играть где-то на мягких коврах. Мандарины вот растут.
Вот они. Крупные какие. Прям протяни руку называется и возьми. Если вы хотите поиграть... Но еще они темно-зеленые, поэтому такими мандаринами особо никто не кушает сейчас. Вон, А вот целый грузовик дынь стоит. грузовик дынь. Почем, не знаю. Она что-то говорит в эту говорилку, ни хрена не понятно. И вот висит этот. Обычно говорилка на таких машинах. Иногда это запись, иногда он сам в микрофон говорит. Водитель. Как-то так здесь организовано. Продажа всего. Понятно. Спрятано. Потому что так не хорошо. Здесь у нас стройка идет вовсю. Сейчас покажем, что там сейчас происходит. Там привезли арматуру. Видите, что с арматурой там городят. Все там укладывают арматуру, вяжут ее сразу по месту. И потом зальют бетоном. Все это будет единым большим целым. Всем привет, друзья! Я сижу на диете, кушаю овсянку на воде, взяла себе крылышко, огурец, ленивый голубец, и мы так соскучились по имбирю. Сегодня мне для рецепта Алексей купил имбирь, я вот отрезала себе 2 пластиночки. Так, Алексей, идешь кушать? У Алексея сегодня на обед будет картофельное пюре. Это то, что осталось от пирожочков. Вон то, что-то там у меня из консервации что-то будет он есть. Вот. А на ужин я попарю себе овощи. Или запеку. Попарю. Парить, наверное, лучше. С чаем овощи поем. Баклажанчики, кабачки. И гречку возьму. В общем, я сижу на диете. Такие у нас дела. А мы с Алексеем направляемся опять в Эрдемли. Шабаголить. Рюкзачок взять. И сегодня попробуем самостоятельно сходить в Хастане. Знаете, что такое Хастане? Больничка. Вот, пойдем. Что-то я себя плохо чувствую, не знаю. Посмотрим. Попробуем объясниться. Сначала пойдем в государственную Хастане, если нет, то пойдем в частную. Какие у нас дела? В общем, мы в аптеку пришли. Мы сходили к семейному доктору, и нам выписали кучу лекарств. Sabah akşam. Акшам. Sabah akşam. В общем, друзья, мы пришли к семейному доктору. Семейный доктор меня выслушала через переводчик, написала рецепт. И мы пришли в аптеку. Аптекарша. Прям в соседнем здании. Вот здесь семейный доктор, вот здесь аптека. Аптекарша очень милая женщина. Она мне на коробочке написала подробно все, когда пить, как пить, сколько миллилитров воды, вечером, перед сном, не перед сном, перед едой, после еды. В общем, все расписала маркером на каждой коробочке. Мы купили на 140 лир лекарств и идем теперь домой. В принципе, нам больше ничего не надо. Да, Алексей? Нет, мы хотели, конечно, в Эрдемли, ну как-нибудь в другой раз. Хочешь, вот сейчас реку перейдем и пойдем по той дороге? Пойдем на набережную, потом можно вообще выйти. Да, А хотя можно не выходить, ближе к дому будем, да? ну, сейчас выйдем к Мигросу. В общем, все хорошо, несмотря на то, что языковой барьер у нас. И сегодня наш друг уехал, ну и, собственно, мы не собирались его беспокоить по этому вопросу. Не по каждому же вопросу теперь бежать к друзьям. И он еще и уехал в Адану по делам, поэтому мы пришли сами, воспользовались переводчиком, нас выслушали, все поняли. В принципе, корректно, я думаю, выписали нам лечение. И теперь мы все купив, пойдем лечиться. Надеюсь, все будет хорошо у нас. В принципе, сумма адекватная, такая, не сильно высокая. Ну, в России бы мы заплатили бы минимум в 3 раза дороже. Минимум. Потому что там все такие дорогостоящие препараты. Если ты придешь и посмотришь, сколько это стоит в России, то один только препарат около 1000 рублей будет стоить. А мы купили 5 препаратов.
1300 примерно. Ну, примерно 1300, да. Препараты выписаны дорогостоящие. Я знаю, я такие подобные препараты пила, принимала в России. И знаю, что один препарат стоит порядка 1000 рублей. Мы купили 5 препаратов на 1300 рублей. Там же такое вот углубление. Давай тряпочки купим. Давай. А то ты просил на велик. Бери. Короче, Мне стояла нравится. коробка с хлебом. Никого из продавцов не Да было. возьми тележку. Ой, мамочки. Это самое. Мы зашли в А101 со своим пакетиком из аптеки. Сейчас посмотрим краем глаза, что тут вообще продают. Вот такой мы, кажется, чай покупали. Мгм. Плохой. Такой не берите, да. Вот такой не берите, не рекомендуем. Это сплошная пыль там. Ну, собственно, по цене можно было определить. Я не знаю, почему доктор Рай сказал, давай брать его. Пить хочу. Вода. Долга вот лира 25. Ее Давай. из упаковки, да, доставать? Нет, можешь все забирать. Все 6 штук. Пошли сразу. А можно? Разрешаю. Открой. Лира 25 водичка, полторашечка. Так, а что такое? А это то, что доктор Ирай нам приносил. Вон Молодцы. селфи-палка. А, вот это фигня. Вилка на 3 этих USB-шки и один еще. Миксер. Ой, яблочки, смотри, какие 6,90. Зелененькие. Не знаю. Гранат, смотри, уже прям красный. Ну да, 9,95. Пойдем? Пойдем. Фрукты и овощи мы купим, когда на рынок пойдем. Хлеб у нас есть. Сейчас в последнее время мы хлеб не едим, да? У нас мукбанк здесь. На мукбанк надо подумать, что снять. Что тут, карандаши? Тетради им надо вроде как купить. Посмотрим. Люминарк. Вроде как для супа ничего, да? Ну да. Для напитков надо? Да нет. Есть же вроде все. Это что такое? А, ложки-вилки с собой брать на пикник. Да, или же этот, или зубная паста. Ага. Овощечистка, доски. Баночки такие маленькие с красивыми крышками. По 2,75. Вот такую сахарницу взять. Да ну где ее хранить? Опять на видном месте? Где ее хранить? Ой, слушай, Доместос есть. Не знаю. А где хранить будешь? В шкафу. Ну возьми. Сколько стоит? 14? Ну возьми. Всем привет! Мы уже дома. Нагулялись, Я находились. болею. Сейчас лягу спать. Сейчас обзор вам сниму наших посылочек. И спать лягу. Значит, приехала наша хорошая знакомая. Я надеюсь, что мы с Леночкой подружимся. Скоро нашей будет хорошей подругой. Вот, из Москвы. И смотрите, та-да-да-дам! Это то, из-за чего я чуть не убила Алексея. Всю плешь ему проела. Последние волоски с затылка. То, что плешь вы видите, это все ее рук дело. Посмотрите, это мечта всей моей жизни. Еще раз выкинешь, блин, выкинуть Ты ее с на 8-го цепочку этажа. и на шею На вешай. шею. А это мы заказали к нашим щеточкам новые эти. Дети, принесите щетки. Головки. Зубные, да. Сменные головки. Сменные головки, да. Сейчас мы их сразу заменим. А вот это я заказала себе мега дорогущую доску. Якобы она там микробы поглощает. Клади. Внутрь пакета, внутрь пакета. Микробы поглощает, типа она, короче,
супер-пупер мега крутая. Стоит почти $1000. Ой. Почти 1000 рублей. Вот. Я там чуть не задушилась от жадности. Но купила. Ой, что-то она прилипла туда. Вау. Вот такая вот доска у меня теперь будет. Вы видите в рецептах на Да. кулинарном канале. Якобы она не вредится ножом. Ну, заодно и проверим. Заодно и скажу вам свое мнение об этой доске. Короче, мега дорогая. Не знаю, окупится ли она... будет ли она настолько же хороша в эксплуатации, как она Как стоит. ее позиционируют. Как ее позиционируют и Производитель. сколько она стоит, да. А мы сейчас, так, смотрите, это чья щетка у нас? Папина. Да, С голубой серединкой. Тебе, пап, нравится с голубой серединкой? нормально. Или тебе дать с разными ворсинками? Нормально, она, я гляжу, у меня Олег, не... ты скушал, что ли? Кушаешь свою? Нет. А что она у тебя такая? Это у него разные ворсинки, да, У Валера? него разные ворсинки, вот она. Поэтому мне синюю ставь, мне синяя нормально. Столько проходила синяя, мне понравилось. Понравилось, да? Да. Так, это то, что мы вернее, нам давали на обзор ранее. Ой, дай, пожалуйста, влажные салфетки в туалете они. А или вот тут тоже есть. Давай. Вот, Для тебя. вот. Значит, смотрите, прикол этих щеток в том, что сменные головки, то есть не надо выкидывать всю щетку, сменные батарейки, соответственно, все тут сменное. Пожалуйста, вот так берем, чик, новенькую вставляем, щеточка как новенькая. Мыльцем ополаскиваем, и она в Держи, дело. это твоя. Олегина. Так, поплешь. Сейчас. У меня тоже разные ворсинки, но уже в разные стороны, поэтому тоже поменяем. Сколько мы больше, чем рекомендуют стоматологи раз в 3 месяца менять, мы больше проходили с ними, да? Угу. Наверное, полгода проходили с ними. Думаю, что да. Так, вот мне новенькую, крутотеньку. Кому нравится, ставьте лайк. Как будто щетка новая, да? Да? Угу. Так, Алексею голубенькую сейчас поставим. Короче, они мега дорогие, но нам нравится. Ну, Да? не совсем мег дорогие, они Ну, не дешевые. Не дешевые, да. Одна насадка только 1000 рублей стоит. Они помимо просто чистки, они же еще выполняют, как ионизируют или что там происходит. Ионизируют, бактерии там удаляют. Ну, короче, там тоже много-много-много. Так, поплешь ставим. Хватит реветь! Поплешь ставим голубенькую. Вот твоя новенькая щеточка. А заодно батарейки поменяем, они вообще чё, не у тебя тянут. вообще не тянет? Ну конечно. Олег, дай батарейку в холодильнике. Батарейка тоже меняется, видите? Things. Надо у наших друзей спросить, а у меня хорошо работает. Ну ты менял недавно же, а я менял давно уже. Надо у наших друзей спросить, куда сдавать батарейки, потому что в России мы их сдавали старшие по подъезду. Сейчас, подожди. Тоже бросай сюда эту пустую Давай. пачку из-под батареек. Так стояла? Или так? Нет, вот так, наверное. Так? Да. Новая щетка. Кому понравилось, ставьте лайк. Мне понравилось. Поменяли головку, поменяли батарейку, новая щетка. У Миши хорошо работает? У Миши очень хорошо. Хорошо, да. Они недавно с Олегом меняли головку. Ой, Мишина тоже страшная какая головка стала. А Мише я покупала... Мишина самая чумазая щетка. Михаил, промывай, пожалуйста, хорошо. И плюс, еще плюс этой щетки в том, что она... Ее можно мыть как хочешь, она там водонепроницаемая, да? Да, можно спокойно мыть. Даже в посудомойке, наверное. В посудомойке мы никогда не мыли. А Мише я купила детскую насадку, головку. Все, у всех у нас теперь новые щеточки. Леночка, огромное спасибо. Посмотрите, какое чудо. У нас новые щетки. Я очень рада. Олег, наклади. Вот это все в мусор. Батарейку надо будет сдать куда-то. Вот это все в мусор.
Так, что мы еще? А запасные сейчас положим где-то в А ванной запасные сейчас комнате. шкаф, да, уберем туда. Вот. Осталось. Вон еще. Короче, еще нам надолго хватит. Вот это вообще-то сюда. Ой, блин. Помялась. Ну ладно. А, есть еще, да? Ну, вот, не помятая. Всё. Так, это Олег в мусор. Это в мусор. Это... Та-да-да-дам! Около раковины мыть только вручную, чтобы не затупились ножи. Так, Всё? это выкидываем. Обзор завершен. Все, да. Всем спасибо за внимание. Огромное спасибо, Леночка. Ты просто волшебница. Ты исполнила 3 моих мечты. Это овощечистка, первая моя мечта. Это доска дорогущая, вторая моя мечта. И смена для всей семьи, головок для щеток, третья моя мечта. Спасибо огромное. Вадим, Лена, огромное вам спасибо.